Здравствуйте, друзья! Всем привет! С вами, как всегда, Максим. И, как всегда, Юля. Да, кстати, если вам интересно, откуда у Юли такое роскошное платье цвета кроличья жопка... Не цвета, с узором. Да, прости, пожалуйста. Узор на платье называется кроличья жопка. То обязательно посмотрите наш предыдущий влог, где мы покупали это платье. Сегодня мы приехали в город, это сербский город, который называется Смедерево. И это средневековая столица Сербии, и нам очень хочется вам его показать, а вы сможете выучить несколько русских слов и фраз. Начинаем. Поехали. Мы приехали в самый практически центр города, и первое, что мы здесь видим, это такое офигенное старое дерево. Ему больше не меньше 300 лет. Да, 300 плюс. В общем, дерево не молодое. И это, на самом деле, особенное дерево. Юля, почему оно особенное? Можешь рассказать? Это дерево шелковица, и именно здесь, в начале 19 века, город был передан от турецкого правления сербам. Было восстание, и вот под этим деревом турецкий наместник, правитель передал права на город руководителю этого восстания. Да, то есть именно здесь турки передали сербам этот город, да, вернули, я так понимаю. Вернули, да. И как раз напротив этого дуба находится такая гимназия. Посмотрите, какое красивое здание. Вау. Вау, вау, вау. Очень красивое здание. Вот таким звуком светофор приглашает тебя перейти дорогу. Не знаю, почему он так пищит. Здесь очень красивая церковь. Мы только что ее видели. Вот она. О, да, смотрите. Часть ее... Левую часть реставрируют сейчас. Очень-очень-очень интересная постройка. Так, а это кто у нас? Сейчас мы посмотрим, кому это памятник. Ага. Так, тут несколько людей. Памятник, наверное, погибшим воинам из Смедерева в войне с 1914 по 1919 год. Понятно, это памятник павшим воинам в Первую мировую войну. Да. Сербия была активным участником в этой войне. И, собственно, Россия вступила в эту войну, и одна из таких причин была именно помощь сербам, да, помощь балканским друзьям, скажем так. Но, конечно, были и геополитические причины. Понятное дело, что Россия хотела пройти к проливам Босфор, Дарданеллы, хотела... Для России всегда это было очень важным стратегическим моментом получить эти проливы, чтобы можно было из Черного моря, чтобы корабли из Черного моря могли доплывать до Средиземного моря и дальше. А мы пришли к площади, к центральной площади, наверное, центральной площади. По крайней мере, я вижу там герб Сербии на этом здании. Почему-то мне кажется, что это администрация, городская администрация. По-моему, здесь это называют городская управа, но я могу ошибаться. Городская администрация. Это мое предположение, конечно, я не уверен. Вот здесь люди кормят голубей. Небольшая площадь. Там табличка с названием города. Под деревом сидят люди. Вот так вот это все выглядит. О, а здесь развлечения для пупсов. Смотрите, здесь пупсы могут покататься на электронных автомобилях.
Это, наверное, радиоуправляемые автомобили. Прикольно. В детстве я бы отдал бы, наверное, правую руку, чтобы покататься на такой машинке. Мне кажется, это просто для детей какой-то невероятный кайф. По крайней мере, в моем детстве, ну, я действительно, вот, если бы у меня в детстве такая была бы машина, я бы точно отдал бы правую руку. Если мне сказали, Макс, ты рулил? Я рулил бы левой рукой. Мне кажется, это вообще не проблема. Юля захотела купить мороженое. Я не уверен, правда, хочу ли я мороженое, но сейчас мы подойдем и посмотрим, что там вообще за мороженое. Там какое мороженое, Юля, которое на развес продается? Или... Да, когда много разных вкусов, и ты выбираешь, какой вкус ты сегодня хочешь выбрать. Ага. Можно в рожок. Вафельный рожок, да? Вафельный рожок или в Стаканчик? стаканчик, как это называется. Ну, стаканчик, да? Стаканчик, пластиковый стаканчик. Ага. Или бумажный, наверное, да? Пластиковый или бумажный. Ага. Но не вафельный стаканчик. Не вафельный стаканчик. Хорошо. Здесь можете купить бар-кафе эспрессо с собой. Кофе с собой, короче. Так. Ну что, Юля? Какое ты мороженое хочешь? Ну, я, конечно, смотрю на то синее, но вряд ли. Синее мороженое? Смотри. О, плаво небо. Плаво небо. Голубое небо. Какое-то мороженое. Я не уверен, что я хочу мороженое. Я у тебя попробую, но я прям не очень хочу именно покупать себе мороженое. Хорошо. Юле не понравилось мороженое. Я не выбрала мороженое. Не смогла выбрать мороженое. Оно выглядит невкусно. Невкусным? Да. Ну да, честно говоря, немножко страшно есть мороженое, когда оно какого-то такого яркого, как сказать-то даже, Цвета. такого... Неестественно. Ну да, такой яркий, неестественный цвет. Сразу думаешь, а какой же там краситель. И вроде ты понимаешь, что, ну блин, краситель будет везде, и это ни о чем, скорее всего, не говорит. Но вообще мне кажется, что качество развесного мороженого хуже, чем качество Смотря какое. обычного мороженого. Ну да, окей. Есть джелато, есть итальянское джелато. Ну, я не знаю ничего по поводу джелаты. Хотя бы если судить по России, то, как правило, все-таки развесное мороженое, такое обычное, недорогое развесное мороженое, оно обычно хуже, чем что-то дорогое, что ты можешь купить в магазине. О, музыкант. О. Wind of change. Что мороженое? Песня про Москву, Юля. Еще мороженое будешь здесь покупать? Не знаю. Хочешь, нет? Юля сегодня нерешительная. Смотри, Юля, еще мороженое. Просто. Здесь, походу, город мороженого. Очень много мороженого. Именно Тоже на есть развес. синее. Плаво небо. Самая большая наша любовь с Юлей — это вот такие узкие пешеходные улочки, где стоят столики, где ты можешь попить кофе, пиво, воды, сока, чего угодно, посидеть, расслабиться. Это классно. Этого немного в России. Понятно, что в России очень короткий сезон, поэтому это не так популярно. И в мае, ну, этот май, например, очень холодный. Сейчас, пару дней назад в Москве был снег, поэтому, конечно, террасы еще закрыты. А здесь в мае, да и даже в апреле все террасы были уже открыты. Это целая культура, мне кажется. Это очень классно. Это то, чего в России, скажем так, это в России есть, но в очень ограниченное время. Поэтому нам очень нравятся такие террасы.
Очень приятно здесь посидеть, попить кофе или поесть каких-нибудь колбасок вот таких маленьких, Вот эти тут прикольных. есть национальная кухня, видишь? О, Чорба. опа! Так, мы нашли кафе с национальной кухней. Завтрак, чорба. Это суп. Да. Почему мы приехали именно в этот город? Потому что в этом городе есть старая крепость, куда мы только что зашли. Вот так вот выглядит эта крепость в виде такого треугольника. Здесь река Дунай, а вот здесь еще одна какая-то река, да, Езава. И это место уникально тем, что здесь река Дунай сливается с другой рекой, которая называется Марава. Река Марава. Ну, мы сейчас отсюда это не увидим, но мы видим стены, крепостные стены, за которыми находятся либо одичалые, либо титаны. Это зависит от ваших политических убеждений. Вот так вот. Здесь я вижу какую-то площадку спортивную. Люди здесь бегают. Есть башни. Вот они пошли, крепостные башни. Крепостная стена и крепостные башни. Некоторые башни, смотрите, так наклонились. И вот была еще одна башня, мы ее проходили там, она тоже наклонилась. Была похожа на Пизанскую башню, да, Юля? Будто бы сейчас упадет. Здесь мало что сохранилось внутри. Стены есть, а вот зданий почти никаких нет. Но вот здесь остался фундамент. А может быть, это и стены, кстати. Сложно сказать. В общем, остатки турецкого хаммама. Можете посмотреть, здесь написано, если вы читаете по-сербски. Вот они, остатки хаммама. Здесь турки принимали, скажем так, ванну, мылись, сидели. Мы вышли из внутренней части вот сюда. Здесь еще одна такая небольшая стена с бойницами. И отсюда видно Дунай. Вот он, Дунай. И, кстати, смотрите, это стоят баржи. Здесь много барж, потому что это город-порт. Это крупный порт. Это и вообще город индустриальный и туристический, потому что здесь есть крепость. И это еще и порт, потому что здесь очень удобное местоположение для порта. Вот баржи. И вот здесь они пристают к берегу. И специальный кран, который вы видите, это вот кран за этой башней. Этот кран загружает баржи. И потом баржи плывут куда надо. А уголь сюда, ну, например, я здесь вижу уголь и другие какие-то товары, сюда привозятся с помощью железной дороги. Вот она. И с помощью поездов. Поезда прибывают сюда или приезжают. Кран разгружает товар, загружает в баржу. И баржи отправляются в далекое или недалекое речное путешествие. Баржи, уголь и остатки крепости. А, ты меня снимаешь? Мне удалось проникнуть внутрь башни. Здраво! Юля не хочет сюда проникать. О, какой ветер, какой ветер, какой ветер! Что я тут смотрю? Мне кажется, что здесь, в этой башне, живет дракон. Только он не сидит на куче золота, а он сидит на куче камней и мусора. Но это такой мусорный дракон. Рядом с крепостными стенами есть памятник. Юля, расскажи, что это за памятник? Там написано 5 июня 1941 года. Да, этот памятник так и называется. Памятник 5 июня 1941 года. Здесь 5 июня 1941 года произошел очень мощный взрыв. Даже серия взрывов. Эта территория находилась под немецкой оккупацией. И здесь, где-то возле крепости или в самой крепости, был склад
оружия, конфискованного у югославской армии. И в результате чего-то произошел взрыв, который повлек разрушение большей части крепости и большого количества домов рядом. И не только рядом. Вообще город пострадал на 70% из-за этого. В общем, мы сидим сейчас в сербской кафешке, и мы заказали один комплексный обед и один салат. И мы вдвоем просто объелись. Я бы сказал, даже обожрались. Да. И мы уже собирались уходить, а нам говорят: подождите, у вас еще есть блинчик. На десерт. На десерт, да. Поэтому очень вкусно, очень много, очень жирные, очень такие сытные порции. В общем, Большая порция салата, очень много помидоров. да, вот огромная, ну, это не выглядит тарелка так, как будто она огромная, но она была с горкой. То есть огромное количество... 300 грамм капусты. Да, огромное количество салата. Мы прогулялись по городу еще, посмотрели разные улицы, разные достопримечательности. Город небольшой, но очень милый. Юля, что ты думаешь? Очень приятный город и очень красивая крепость. Да, такая очень необычная. Да, крепость прикольная. Скажу так, мне этот город понравился не так сильно, как Крагуевац, в котором мы были не так давно. Обязательно посмотрите наш влог оттуда. Тот город прям впечатлил очень-очень сильно. Но этот город имеет тоже свое очарование какое-то, согласна? Да, очень приятный. Да. Что ж, друзья, до встречи в следующем видео. С вами были Макс И Юля. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.